Вы все знаете, что нас окружают сплошные какие-то разговоры материального мира. And then there's the sound vibration of the spiritual world. И противоположностью материальным вибрациям является духовная вибрация. The spiritual world means where 100% pure love of God predominates. Духовный мир означает сфера, где на 100% доминирует любовь к Богу. When we consider our temporary material existence, we realize that we don't know who we are or why we are here. Когда мы думаем о своем временном материальном существовании, мы не всегда понимаем, почему мы здесь и зачем мы здесь. Who am I? Why am I here? What am I working so hard for? Кто я? Почему я здесь и почему я так сложно, тяжело тружусь? What is my ultimate goal in life? В чем заключается моя высшая цель жизни? I want happiness, but why does happiness come at such a high price and disappear so easily? Я хочу счастья, но почему это счастье дается такой высокой ценой и почему это счастье очень быстро исчезает? All over the world, people are puzzled by this situation. По всему миру люди сбиты с толку этой ситуации. Whether in Moldova or in New-Йорке, where I was born. Неважно, где мы, в Молдове или в Нью-Йорке, где я был рожден. How to attain happiness that has no beginning or end. Как найти счастье, в котором нету начала и которому нет конца? The knowledge that I will speak from tonight is not the knowledge of any particular ethnic group or material culture. И знание, о котором мы будем сегодня говорить, не относится к знанию или к мудрости, которая относится просто к определенной национальности, нации или к этнической группе. This knowledge and culture is associated with ancient India, but it is for the whole world. Это знание и культура ассоциируются с Древней Индией, но это знание предназначено для всего мира. You may say, well, this is Moldova. Why do we need to hear about this foreign culture and foreign sound? Вы можете сказать, ну, мы живем в Молдове, зачем нам слушать эту чужую вибрацию и пользоваться иностранным каким-то знанием и мудростями? But this knowledge that I will speak from is timeless, and it is not bound to any particular material culture. Но это знание, о котором я буду говорить, оно выходит за рамки всяких культурных традиций, и оно вообще не вписывается в какие-то рамки материального мира. You may say, well, doesn't it come from India? Но вы можете сказать, но разве это знание не исходит из Индии? Well, I would answer, doesn't the sun come from the east? Я бы тогда ответила, разве солнце не приходит к нам с востока? You say, no, the sun is for everyone. It simply appears to rise in the east and then sink in the west. Мы скажем, нет, солнце предназначено для каждого, оно только кажется, что появляется на востоке, и затем оно заходит на западе. It is just a matter of speaking when we say the sun rises in the east. Это просто вопрос такого оборота речи, когда мы говорим, что солнце восходит на востоке. The sun apparently is associated with the east. Солнце, конечно же, внешне ассоциируется всегда с востоком. When it so-called rises. Когда солнце так, скажем, восходит. But actually the sun is always present and it's for everyone. Но солнце на самом деле всегда присутствует и предназначено для всех. So similarly, this knowledge, science, art and culture of Krishna is for all living entities. Подобным же образом это знание, это наука, это культура и искусство Кришны предназначено для всех людей. It is not for the Indians only, or the Russians only, or the Americans only. Это знание не предназначено только для индусов, или только для русских, или только для американцев. It is the culture, knowledge and science of the spirit soul, free from the material body. Это культура и знание предназначено для всех душ. И душа, она свободна от всяких телесных отождествлений. So in my travels on every continent of the world, as I said, for over 3 decades, I noticed 2 camps of people. И за свои 30 лет путешествий по всем континентам мира я пришел к выводу, что есть 2 категории людей. One camp says, oh,
No, this is not our culture. This is something alien. Одна категория людей говорит, что «О, нет, это не наша культура, это что-то иноземное». We have our own ways. We have our own culture. Это что-то чужое. У нас есть свои особенности и свои собственные культуры. We are not open to anything that's different. И мы никак не открыты к чему-то, что отличается от нашего. Even though we don't know who we are, that's okay. Life is going on. И хотя мы толком не знаем, кем мы на самом деле являемся, это нормально, жизнь должна продолжаться. Even though we do not know any real happiness, why should we change? И хотя мы не знаем, что такое истинное счастье, почему мы должны меняться? That's one camp. Это вот одна партия людей. And then the other camp says, we are open because we want to find out what is best in this world and beyond. И другая партия или другая категория людей говорит, что мы открыты для знания, потому что мы хотим познать все то, что является самым лучшим в этом мире. And actually, there's a group in between. И есть еще одна маленькая группа посередине. Maybe, maybe not. Может да, может нет. But we hear that the vegetarian food you serve here is very tasty, so we'll listen. Но вегетарианская ваша пища очень вкусная, поэтому мы будем приходить и слушать так, чтобы... So, what interest do I have in any particular temporary material culture? Итак, какой интерес мы можем иметь к определенной материальной культуре? Whether it is temporary material, Indian culture, or Moldovan culture, or Russian culture, or Romanian culture, or American culture. То есть нам нет дела до какой-то материальной культуры, будь то американская культура, молдавская культура, румынская культура или русская культура. Antarctica culture. Или антарктическая культура. Have you been there? Были там когда-нибудь? You might be trying to think, well, where are you from? Where are you from and what is your angle? Вы сразу можете подумать, а вы откуда вообще и какой точки зрения вы придерживаетесь? Maybe you have some particular material persuasion that you're trying to present to us. Может быть, у вас есть определенная материальная, уникальная какая-то точка зрения, и вы пытаетесь как-то завербовать нас. Let us see. Is he from India? But he said he's from New York. Давайте разберемся. Он из Индии, но он же сказал, что он с Нью-Йорка. Why is he in Moldova? А что он тут в Молдове делает? I'm also wondering, why am I in Moldova? Я, кстати говоря, тоже удивляюсь, что это делает в Молдове. But my friends have invited me, and this is my first visit. Но мои друзья пригласили меня сюда, и это мой первый визит. I told them that life is not complete without a visit. И я им уже говорил, что моя жизнь не была бы завершенной, если бы я не совершил этот визит в Молдову. How can I leave this world, give up this body without at least one visit? Как я могу уйти из этого мира и оставить свое тело без того, чтобы посетить Молдову? So no, I was not born in India. So it's not that simply I am interested in presenting to you Indian culture. Да, я не был рожден в Индии, и это не так, что я просто хочу вам представить какой-то быт индийской культуры. I'm not pushing the interests of any particular ethnic group. Я не продвигаю интересы какой-то частной этнической группы. My family is a mixture of American, Caribbean, Scottish, and American Indian. Моя семья является смесью людей, которые жили на Карибских островах, африканской национальности, даже ирландской национальности и американской. Американских индейцев. So, I'm not interested in any temporary materials. Поэтому я не заинтересован в каких-то временных материальных определениях этого мира. Okay? Понимаете? We need to understand the culture of the spirit soul. Мы должны понять культуру духовной души. Genuine religion begins by first educating us that we are not the body or the mind. We are pure spirit soul.
Истинная религия начинается с понимания того, что мы не являемся телами, мы являемся чистой душой. I don't know how often you've heard that message from your religious leaders. Я не знаю, как часто вы слышали такого рода послания от ваших местных религиозных лидеров. But that is the beginning of real religion. Но на самом деле это является только началом истинной религии. A genuine religious teacher must immediately address the question, who am I? What am I? Истинный религиозный лидер должен сразу же ответить на вопрос, кто я такой, что я такое. Am I this body of matter, or am I something else? Являюсь ли я этим телом, которое состоит из материи, или я являюсь чем-либо другим? Because if I don't know who I really am, then how can I benefit myself? Потому что если я не знаю толком, кто я такой, то как я могу дать себе какое-либо благо? Let's say you're driving your car, Давайте скажем, вы водите свою машину, and you drive into a gas station, и вы заезжаете на заправку, and you want to put some gas in the car. и вы хотите заправить свою машину бензином. But you're confused. Am I the car, or is the car me? Но вы сбиты с толку. Я являюсь машиной, или машина является мною. So you take the nozzle of the gas pump and you put it in your mouth. Вот вы берете пистолет заправочный и суете его себе в рот. Because you're bewildered. You don't know the difference between the vehicle and the driver. Потому что вы сбиты с толку. Вы не знаете разницу между машиной и водителем машины. Simple example. Простой пример. So similarly, most of the world's bewildered like this. Подобным же образом, практически весь мир сбит с толку таким образом. They're making the same mistake, like putting the nozzle of the gas pump in their mouth and pumping the gas in. Они делают ту же самую ошибку. Они берут просто этот пистолет заправочный, суют себе его в рот и заправляются. In other words, they are trying to satisfy themselves through material methods. Другими словами, они просто пытаются удовлетворить себя, используя материальные методы, способы. But if we are not the body, if we are not matter, then how will material arrangements satisfy us? Но если мы не являемся телами, если мы не являемся материей, то как могут материальные наслаждения удовлетворить нас? This question is the beginning of self-realization. Этот вопрос является началом самосознания. So where is this beginning taught? Итак, где учат этому началу? Genuine religious teachers must make this beginning. Истинные религиозные учителя должны начать обучать этому началу. Genuine political leaders must address this point if they're going to benefit the people. Истинные политики должны в своих программах как-то затрагивать эту тему, если они на самом деле заботятся о благополучии горожан. But 90% of the people in this world want to avoid this question. Но 90% людей просто хотят избежать этого вопроса. And therefore, for them, religion has become a kind of belief, but no conclusive knowledge of the self. И поэтому для них религия стала просто верой, но никак не является фундаментальным знанием о своей сущности. People label themselves this religion or that religion, but where is their knowledge of the self? Люди клеят на себе ярлыки. Я принадлежу к этой религии или той к религии. И кто религия? А подождите, где знание вашей духовной сущности-то? They label themselves with different religions just like they label themselves with different ethnic groups. Они обозначают себя как принадлежащие к разным религиям, подобно тому, как люди сразу же говорят о своем тождестве с какой-то этнической группой. Everyone can look at the different labels on your clothes and you can say, that's me. Люди могут видеть просто особенности вашей одежды национальной, и мы можем думать, вот они видят меня. But you would know, that's crazy. Но тогда вы будете сумасшедшим. You're simply wearing these clothes. Потому что вы просто носите какую-то разную одежду. It's like he has a shirt on that says Carlsberg. Вот как у него есть майка, где написано Карлсберг. So, that's him. И мы можем сказать, ты есть Карлсберг. He is Carlsberg. Он есть Карлсберг. He said, no, I'm me.
Но он тогда запротестует. Нет, я это я. No, you are Carlsberg. Нет, ты Карлсберг. You form a group with all other Carlsbergers. И ты должен создать группу, ты принадлежишь к группе, которая принадлежит другим Карлсбергам. And we hate you. И мы ненавидим тебя. Get out of here. Вон отсюда. We are of the Calvin Klein group. Потому что мы относимся к Calvin Klein группе. So anyone can see this is madness. Поэтому вы можете видеть, что если я буду так говорить, это проявление сумасшествия. He's checking now his shirt. What does it say? Он сейчас проверяет, а там правда написано Карлсберг? You can look, go on, go. Посмотрите, да, там так и написано. He probably never even knew what it said. Пожалуй, даже никогда не читал, это написано. He just bought it because, oh, it's a nice color. Ну, купил его, потому что подумал, что хороший цвет. So he's not thinking that way, but people will identify him in that way. Он не будет сам о себе так думать, но люди очень быстро наклеят на него ярлык и будут его так называть. That's how people mistakenly think that we all are the body, which is exterior. И вот как люди быстро приходят к ошибочному мнению, что мы являемся телами, хотя эти тела являются просто внешним покрытием. So where do we go to get this kind of knowledge? Итак, куда же мы должны отправиться, чтобы получить истинное знание? What I'm talking about is just the beginning of genuine spiritual knowledge. То, о чем я сейчас говорю, является всего лишь началом истинного духовного знания. It's like a child learning the alphabet. Подобно ребенку, который учится алфавиту. So if people cannot even learn the alphabet, then how can they advance to deep knowledge of God, the Supreme Self? Если люди не могут разобраться даже в алфавите, то о чем вообще речь, о каком глубоком знании, познании Бога может идти речь? Therefore, many people in the world are tired of religion. Поэтому многие люди по всему миру, они просто устают от религии. Oh, it causes so much ethnic strife and fighting. Религия является причиной стольких этнических чисток и беспокойств по всему миру. It doesn't have any scientific basis. У религии нету никакой научной основы. It just gives some soft words. Религия дает просто какие-то мягкие сентиментальные слова. They think like this because they have not experienced full spiritual science. Люди думают таким образом, потому что у них нет опыта, истинного опыта полноценной духовной науки. Which is beyond the external badges that we wear. Которая лежит далеко за всеми этими внешними обозначениями, которые мы носим. These external badges don't satisfy us. Эти внешние значки, обозначения никак нас не удовлетворяют. Whether you say, I am Russian, I am Romanian, I am Indian, or I am male, I am female. Говорим ли мы, я русский, я румын, я тот, я мужчина, я женщина. All these are external labels. Все это является внешними обозначениями. So the beginning of real spiritual knowledge is to address this false identification as the body. Началом истинного духовного знания является понимание этого отличия души от тела. So this center here may be small compared to other buildings of culture and knowledge. И это здание здесь, может быть, является маленьким по сравнению с другими зданиями, где дают знания и культуру. But it is giving the most important information. Но здесь вы сможете услышать самую важную информацию. And it is presenting the most important technology. И здесь представлена самая важная технология. The technology for experiencing our non-material identity. Это технология непосредственного опыта того, что мы не являемся материальными сущностями. Any genuine religious institution has to give this introductory knowledge, at least that you're not the body, and then techniques for experiencing your non-material identity. Любая истинная религиозная культура должна
предоставлять вам понимание, это основное понимание того, что вы не являетесь этим материальным телом, и дать вам возможность на самом деле получить такой опыт. Knowledge and laboratory techniques. То есть знание и лабораторная техника. You have a right to demand this. У вас есть право затребовать это. But if I tell you, no, just believe. Но если я вам скажу, нет, просто верьте. Well, that is all right in the beginning. Вначале это хорошо. Just like when little children ask, Mommy, Daddy, how was I born? Подобно тому, как маленькие дети спрашивают родителей: мама, папа, а как я родился? So they tell a little story. То ребенку рассказывают маленькую The историю. bird came and dropped you from the air. Птица принесла тебя и уронила с неба. But we must obviously make further progress in our knowledge. Конечно же, очевидно, что мы должны продвинуться в своем знании мира. So this spiritual cultural center here is giving the topmost knowledge. Поэтому этот духовный, культурный центр здесь предназначен для того, чтобы дать людям высшие вид знания. And it's giving actual spiritual technology for experiencing the non-material reality. И вы получите истинную технологию, с помощью которой вы сможете ощутить духовную реальность. Beginning with understanding your identity as spirit soul, and then making further progress to understanding the supreme soul. Вначале вы начинаете с того, что вы понимаете, что вы являетесь духовной сущностью, и затем позже вы начинаете понимать, что существует еще высшая духовная сущность. That is real human progress. И в этом заключается истинный человеческий прогресс. And this information and this technology is so important that nothing else can come before it. И эта информация, эта технология настолько важна, что ничто не должно мешать этому. There's no greater priority in your life. Нету высшего приоритета в вашей жизни. We ask you all to deeply consider the benefits that this center is offering. И поэтому мы просим вас всех глубоко подумать над теми духовными благами, которые предоставляет вам этот центр. It is the gathering place for the most beneficial spiritual community. Это место собрания для самой лучшей благотворительной общины. A community which has as its goal pure love of God. Общины, целью которой является чистая любовь к Богу. That is the perfection of yoga. И в этом на самом деле заключается совершенство йоги. Sometimes people think that yoga only means physical postures. Иногда люди думают, что йога означает только физические какие-то позы или упражнения. But those physical postures are just to make your mind peaceful. Но эти физические упражнения предназначены просто для того, чтобы умиротворить ваш ум. So you can focus upon what is the ultimate goal of life. Для того, чтобы вы смогли сосредоточиться на том, что является конечной целью жизни. And that ultimate goal of life is pure love of God with no material motivation. И этой конечной целью жизни является чистая любовь к Богу, в которой нет никакой материальной мотивации. Generally, if people accept the existence of the supreme authority, they do it for some material reason. Обычно, если люди принимают авторитет, высший авторитет какой-то, то они делают это сугубо с материальной какой-то целью. Oh God, give me some material comforts, give me some money. О, Бог, дай мне, пожалуйста, какой-то материальный комфорт, пошли мне обязательно денег. Beyond that, people don't know what to approach God for. И за пределами этого люди даже и не знают, зачем еще обращаться к Богу-то. But those who understand this highest spiritual knowledge know that we simply approach God for pure love. Но те, кто понимает высшие принципы духовного знания, они понимают, что мы должны обращаться к Богу
за тем, чтобы получить высшую духовную любовь. Let me love God simply for the sake of love. Позвольте мне любить Бога просто ради самой любви. Without wanting anything material in return. Без того, чтобы хотеть что-либо материальное взамен. During the days of communist Europe, during the time of communist Europe, I spent many years organizing underground in the Eastern European countries. Во время коммунистического режима, который покрывал множество европейских стран Восточного блока, в те годы я занимался вот такой вот подпольной проповедью в этих странах бывшего соцблока. So once I was driving through what is now Slovakia. И однажды я ехал на машине через страну, которая сейчас известна как Словакия. And on the side of a building was a big mural. Painting that's on the side of the building. И вот на одном большом здании был большой такой плакат. I saw this with my own eye. I saw this. Я видел это своими глазами. And it was divided into 4 paintings. И этот плакат состоял из 4 частей. The first painting showed people going to a church and praying to God for bread. В первой части плаката люди шли в церковь и обращались к Богу, чтобы получить кусочек хлеба. And the next painting showed that they come out of the church empty-handed. И второй плакат показывал, что затем, выходя из церкви, они выходили с пустыми руками. And then the third painting showed that they went to the local Communist Party headquarters and asked for bread. Третий плакат показывал, что они заходят в райком партии и просят о хлебе. And then the fourth painting showed they come out of the party headquarters with big piles of bread. И четвертый плакат показывал, что они выходят из райкома и держат огромное количество хлеба в своих руках. So, the conclusion is supposed to be clear. И вывод, всем понятен. I saw this. Я видел своими глазами. So, approaching God for material things is better than not approaching at all. Итак, конечно же, обращаться к Богу ради материальных каких-то вещей, это лучше, чем вообще к Нему не обращаться. But the real lover of God, the real yogi, simply approaches God in pure love, without expecting anything in return. Но истинный любящий Бога, истинный йог обращается к Богу просто для того, чтобы любить Его и не ожидая что-либо взамен. And that pure love of God is the only thing that will satisfy our hearts. И эта чистая любовь к Богу является единственной вещью, которая удовлетворит наше сердце. So here at this center, people can come and find out all about these most wonderful subjects from beginning to end. И поэтому здесь, в этом центре, вы можете приходить, и вы можете от азов до самых глубин разобраться в этой духовной науке. It is a cultural and educational center giving the highest benefit. Это культурный и воспитательный центр, который наделит вас высшим благом. Because it is presenting the culture of the spiritual world. Потому что этот центр будет представлять культуру духовного мира. That realm which consists simply of pure love of God. Мира, который состоит просто из чистой любви к Богу. In every religious scripture, there's some hint of pure love of God. В каждой религиозной традиции есть какой-либо намек на чистую любовь к Богу. Or at least there's some official mention. Или, по крайней мере, есть какое-то официальное упоминание об этом. But exactly what is love of God and how to love God in the highest way, that information is missing. Но в точности, что такое любовь к Богу и как Его полюбить наиглубочайшим образом, нигде подробно не описано. And certainly people need the information on exactly what is God. И 100%, что люди нуждаются в информации относительно того, что в действительности представляет собой Бог. In order to love someone, you need knowledge of that person. Для того, чтобы полюбить кого-то, вы нуждаетесь в знании об этой личности. When you say God is love, you really mean that God is all attractive.
Когда вы говорите, что Бог это любовь, вы имеете на самом деле в виду то, что Бог является всепривлекающим. So what is it about the Supreme Being that unlimitedly attracts everyone? Итак, что же есть в высшем существе такого, что привлекает каждого? Krishna means supreme attractor. Кришна означает высший привлекающий. The one who has unlimited ability to attract everyone and everything. Это тот, кто обладает безграничной способностью привлекать всех и вся. Because of qualities and activities. Из-за своих качеств и деяний. Because of form and personality. Из-за своей формы и личности. This is the pinnacle of the yoga and meditation system. И это является венцом системы йоги и медитации. This is the goal of real religion. Это является целью истинной религии. How to fall unlimitedly in love with the Supreme. Как влюбиться до бесконечности в Верховное Существо. This is what you want for your heart. Вот чего вы хотите в своем сердце. So, although this building may be small, it is giving the biggest value. И хотя здание само по себе может быть маленьким, но оно может предоставить вам высшую ценность. You see, it's not the quantity of things that this world is missing, it's the quality. Понимаете, этот мир лишен не количества, а качества. Very few people can afford expensive diamonds. Очень немногие люди могут позволить себе дорогостоящие алмазы. But does that mean all jewelry shops should close down? Но означает ли это, что мы должны просто взять и закрыть все ювелирные магазины? No, some people have the ability to acquire expensive diamonds. Нет, некоторые люди все же обладают средствами для того, чтобы купить дорогостоящие алмазы. So even though not everyone will come here, nevertheless, some people want the greatest gem. Поэтому даже несмотря на то, что не все люди этого города будут приходить сюда, тем не менее найдутся те, кто захотят купить драгоценные камни. They are tired of struggling in ignorance of their self. Это будут люди, которые устали уже от того, чтобы бороться со своим собственным невежеством. They are tired of superficial religion. Они устали от поверхностных религий. They want to find out what is the essence of genuine spiritual knowledge. Они хотят разобраться с тем, что является сущностью истинного духовного знания. What is the ultimate goal of life? В чем заключается высшая цель жизни? Is it simply money? Это просто деньги? Is it simply pleasures for the body? Это просто наслаждение для тела? Is it simply to identify as some bodily group or ethnic group? Это просто желание отождествить себя с какой-то телесной или этнической группой? No, we need to go deeper. Нет, мы должны углубиться. So we'd like to invite you to please participate in this culture of the spirit soul. Поэтому мы хотим пригласить вас и предоставить вам возможность углубиться в эту культуру души. Remember that the spirit soul always exists in pure relationship with the Supreme Soul. Вы должны помнить, что чистая душа всегда сохраняет свои взаимоотношения с высшей душой. We want to revive our eternal loving relationship with the Supreme Soul. И мы хотим просто восстановить свои вечные взаимоотношения со своей с высшей сущностью. So this community center is about presenting the lifestyle of pure devotion. И поэтому этот общинный центр, он как раз научит вас этому образу жизни чистой преданности. We invite everyone to participate. И поэтому мы приглашаем каждого, чтобы вы приняли участие в этом. And one of the main ways that this spiritual culture is presented is as pure sound vibration in glorification of the Supreme Soul. И один из главных способов того, как распространяется эта духовная культура, она распространяется через чистую звуковую вибрацию. By chanting the Hare Krishna mantra. С помощью воспевания Хари Кришна Махамантры.
you revive your dormant spiritual awareness. Вы можете оживить свое спящее духовное сознание. This topmost meditation brings once again into clarity your relationship with the Supreme Soul. Этот высший вид медитации проясняет ваши некогда утерянные взаимоотношения с высшей сущностью. The Hare Krishna mantra extinguishes your material desires and revives your spiritual desires. Харе Кришна Махамантра гасит ваши материальные желания и восстанавливает ваши изначальные духовные желания. All right. Perhaps some of our guests may have some questions. Хорошо, возможно, некоторые из наших гостей имеют какие-то вопросы. Please don't be shy. Пожалуйста, не стесняйтесь. After all, it's my first time to Moldova. В конце концов, я впервые приехал в Молдову. Так, если у кого-то есть вопрос. Да, пожалуйста. Oh, thank you. Спасибо вам большое. Я хочу спросить, вы практикуете еще и йогу, насколько я понимаю, да? So I just want to ask you if, И как давно? as far as I understand, you are practicing yoga also, and for how long you are practicing this yoga? Oh, 40 years. 40 лет. Еще один нескромный вопрос. Сколько вам лет? And how old are you? Sorry for this question. Well, how old are you? А вам сколько лет? 26. Well, I started my practice when I was 5 years younger than you. Я начал свою духовную практику тогда, когда я был на 5 лет старше, чем вы. Младше, чем вы, простите. Так, I was just testing the mathematical knowledge of this city. Я просто хочу проверить математические способности вашего города. У меня вопрос. Maybe she wants to ask. Сейчас можете. мне задали вопрос на тебе, сколько вам лет, ответить, да? Нет. Может быть, вы еще что-то хотите спросить? Ну вот здесь, в этом центре, это, я понимаю, что вы помогаете как бы найти себя, так? И восстановить вот связь между умом и телом, так? Вот. Здесь тоже и практикуется и йога в том числе, да? И медитация. Вот мне интересно, вот вы медитируете, вот очень красиво, я действительно почувствовала вот некие вибрации, вот когда, да? Вот вы пели, это необыкновенно действительно. Но каким образом вы медитируете? Вы в этот же момент вот так и медитируете? Я привыкла как-то иначе. Ты же привыкли к другому виду медитации, да? Вот вы в этот момент сегодня медитировали? You did meditate today when we were chanting. What's that? Yeah, she's asking if this was a kind of meditation when we were chanting. Oh, very good question. Очень хороший вопрос. I'm glad you noticed. И я очень рад, что вы заметили и почувствовали это. Yes, it was the topmost meditation. На самом деле это один из высших видов медитации. Meditation by sound. Это медитация через звук, Divine sound. через божественный звук. We do that together and also individually. Есть совместный вид такой медитации и также индивидуальный вид такой медитации. There's the individual spiritual practice and the group spiritual practice. Существует индивидуальная такая вот звуковая практика медитации и также групповая практика звуковой такой медитации, как вот мы сегодня пели. And then there's the supportive lifestyle, so that this pure spiritual sound vibration will have a fertile ground to root in. И также существует образ жизни, который поддерживает ваше сознание в таком благоприятном состоянии для того, чтобы эта медитация давала свои быстрые плоды. Yoga involves our whole lifestyle. Йога означает целый образ жизни. Да,
how to live in purity, как жить в чистоте, how to eat purely, how to sleep purely, как чисто кушать, как спать чисто, how to talk purely, listen purely, как говорить чисто, как слушать чисто, even how to have children purely. и даже как детей иметь чисто. Yoga involves the complete lifestyle, Йога означает целостный образ жизни. so that you get the highest benefit and you can give the highest benefit to the world. Для того, чтобы вы сами получили высшее духовное благо и смогли поделиться этим благом со всем миром. In the main yoga text, Bhagavad Gita, Krishna explains that the top of the yoga system is called bhakti. This Sanskrit word means pure love and devotion. В основном тексте по йоге, который известен как Бхагавад-гита, Кришна говорит о различных ступенях йоги, которые приводят к ступенях, конечной ступенью которой является высшее духовное совершенство. So I recommend you read this text. Поэтому я обязательно рекомендую вам прочитать эту книгу. I read it when I was 21, so you can read it when you are 26. Я прочитал эту книгу, когда мне было 21 год, и сейчас, когда вам 26, вы тем более можете ее прочесть. And then you'll be able to get the best for yourself and give the best to others. И тогда вы сами сможете получить самое лучшее и поделиться этим лучшим со всеми остальными. You are attracted to be a yogi? Вас привлекает быть йоги? Yes, very good. Очень хорошо. This desire has been building up in you for many lifetimes. Вы знаете, что это желание, оно зарождалось в вас в течение множества рождений подряд? Yes. Да, Не да. знаю, в смысле, не знаю. I don't know, I'm not sure. I know. Но я знаю. In Bhagavad Gita, Krishna says, after many births and deaths, someone finally comes to the conclusion that I should connect in the highest yoga with Krishna. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что после множества рождений и смертей душа в конце концов приходит к пониманию, что я должна связаться с высшей душой через процесс йоги. So I did not come all the way from New York to waste your time. Поэтому поверьте мне, я не проделал целую дорогу из Нью-Йорка просто, чтобы вас тут дурачить. Actually, though I was born in New York, I live in New Zealand. И хотя я родился в Нью-Йорке, сейчас я живу в Новой Зеландии. But I travel all over the world all the time. Я путешествую по всему миру все время. Looking for special persons who are ready to wake up. И я ищу вот таких особенных людей, которые готовы пробудиться духовно. Do you know those persons are very rare? Знаете, что таких людей не так часто встретишь? You know that? Не очень редкие. Знаете об этом? Нет, не догадываюсь. Нет. Most people say, oh, I am okay. I don't need to know anything more. Многие люди сразу говорят, со мной все нормально, мне ничего больше не знать не нужно. Who am I? Кто я такой? I am me. Я это я. They don't have any higher knowledge and don't want it. У них нет высшего знания, и они даже не стремятся к этому. Let us simply enjoy temporary material pleasures. Я просто хочу наслаждаться временными материальными наслаждениями. There's nothing more to life. В жизни больше ничего выше нету. Work hard and try to enjoy your senses. Просто тяжело работайте и наслаждайте свои чувства. What do you think? Is that an attractive kind of life? Вас привлекает такой образ жизни? All right, you've come to the right Ну place. хорошо, вы попали в нужное место тогда. Now my visit to your city is successful. Теперь вот мой личный визит в ваш город я считаю успешным. Other questions? Есть ли еще вопросы? You're a guest now. We're asking. Yes, you're a guest. Вы тоже гость. In the back, was he a guest? Сзади там, да? Тут, да, пожалуйста. Здравствуйте. Good evening. У нас вообще принято на Земле 4 основные религии. Это буддизм, ислам, христианство и иудаизм. У меня в связи с этим такой вопрос. Как относиться именно к тем учениям? Это что, ложные или определенные уровни? Или же все-таки это то, что дается свыше?
Спасибо. So we know that in this world exist 4 basic religions: Muslim religion, Christian religion, Buddhism, and Hinduism. Are those religions false, or there certain levels of spirituality, or they are given from the higher dimensions, and they can benefit people? And what is your attitude towards those worldwide religions? There's only one real religion. На самом деле есть только одна истинная религия. That is love of God. Эта религия называется любовь к Богу. But according to different points of view, that one religion of love of God is known differently. Но в соответствии с разными точками зрения, вот эта одна единственная религия, и эту одну единственную религию называют разными именами. You know the story about the 5 blind men encountering an elephant. Знаете историю о 5 слепцах, которые пытались разобраться, что такое слон? One is touching the trunk of the elephant. Oh, it's like a long hose. Один прикоснулся к хоботу слона и говорит, что слон это как бревно. Another is touching the elephant's tusk. Другой прикоснулся к бивню слона. Oh, an elephant is like a big tooth. Слон это как большой зуб. Another is grabbing on the elephant's leg. Другой схватил слона за ногу. Oh, an elephant is like a big pillar. Слон это как большой столб. So they all are right. Они все правы. Partially. Частично. But to get complete knowledge of the whole elephant, well, that is special. Но для того, чтобы обрести полное знание обо всем слоне, это нечто особенное. So the highest goal of religion is to understand the complete personality of Godhead. Поэтому высшая цель религии заключается в том, чтобы понять целостно Верховную Личность Бога. Some persons may know something of you. Некоторые люди могут вас тоже знать частично. He's a man. Вы мужчина. Are they wrong? Они правы? No. Да, They're right. они правы. Someone else may know he's a good man. Некоторые могут сказать, что он хороший мужчина. Others may know more about you and your family. А некоторые могут знать еще больше о вас и о вашей They семье. may know your occupation. Они могут знать ваше занятие. So there are different levels. Итак, существуют разные уровни. All the levels are right, but not all the levels are as complete as other levels. Все эти уровни являются правильными, но они не являются такими полными, целостными. Just like a 5-year-old child learns in school that 1 + 1 = 2. Подобно тому, как 5-летний ребенок в школе получает знание о том, что 1 + 1 это 2. That is right. Это правда. But such knowledge cannot compare to the university student who is studying calculus. Но такое знание никак не сравнится со знаниями студентов, которые в университете изучают алгебру. Just like our practitioner here, Yamuna Pran. Как вот у нас есть один практикующий студент, которого зовут Ямуна Пран. He was a student of mathematics at the university. В университете он изучал математику. So he understands the philosophy behind why 1 + 1 = 2. Он понимает философию, которая стоит за этой истиной, почему 1 + 1 является 2. So he has a little daughter, У него есть маленькая дочь. and she will go around saying 1 + 1 = 2. Она может бежать повсюду и говорить 1 + 1 равно 2. She is right. Она права. But her knowledge of mathematics cannot compare to his. He has more in-depth, profound understanding. Но ее знание математики никак не сравнится с его познаниями математики, потому что он обладает глубинными, фундаментальными знаниями. So both are right, Оба они правы, but he is more knowledgeable. но он обладает большими познаниями, Whereas his child is just going around repeating. тогда как его дочь просто ходит вокруг и повторяет какую-то простую истину. And she's right, И она права, but she doesn't have deep knowledge. но она не обладает глубоким знанием. So it's best to get as much knowledge of God as we humanly possibly can get.
Поэтому мы должны постараться получить настолько много знаний, насколько мы можем как люди, насколько мы вообще способны как люди. That is our responsibility as human beings. И в этом заключается ответственность человеческого рождения. To get the deepest, most comprehensive knowledge of God possible. Обрести глубочайшее, самое целостное знание о Боге настолько, насколько только возможно. Beyond any temporary geographic or ethnic considerations. За пределами временных, географических или этнических каких-то понятий. Just like a business person wants to make pure business. Вот как бизнесмен, он хочет заниматься чистым бизнесом. He doesn't say, "Oh, I want Indian business" or "I want Moldovan business." Он не будет говорить в таких терминах: я хочу индийский бизнес или я хочу молдавский бизнес. Бизнес — это бизнес. Making money. Бизнес означает делать деньги. Never mind what the ethnic circumstances are. Нет разницы, в каких этнических обстоятельствах вы находитесь сейчас. Similarly, the real spiritualist simply wants to understand what is the self and what is God. Подобным же образом, истинные спиритуалисты, они просто хотят разобраться с тем, что такое духовная сущность и кто такой Бог. If someone wanted to give you an oil well in Saudi Arabia, если кто-то вам хочет дать, как это называется, месторождение, нефтяное месторождение где-нибудь в Аравийской пустыне, он захочет вам подарить его. what would you say? Oh no, I cannot accept this. It is not my culture. It is a Saudi Arabian oil. It is not Moldovan oil. Вы же не скажете, что, извините, это не моя культура, это южноаравийская культура, это не моя молдавская культура. No, you say oil is oil. Whoever has oil is rich. Нет, вы скажете, нефть — это нефть. У кого есть нефть, тот богатый. Okay? Понимаете? Very intelligent question. Это на самом деле был очень разумный вопрос. Такой вопрос. Когда вот мы общаемся с людьми, многие принадлежат больше к христианству в нашей культуре, больше христиан. И им очень трудно совместить в себе понятия и истинное христианство, Библию, Писание, которое они изучали, и с новыми знаниями. И что им делать? Как им объяснить? Они должны это совместить, выбросить из своей головы или каким-то образом это принять? Как это объяснить? Mainly, the people who are around us, they belong to this Christian tradition. And when we start to present them these basics of spiritual knowledge, then they have this tendency either to reject one of them, or either Christianity or those spiritual truths that we are giving to them. So how to combine this truths from Christianity and from our tradition? We are teaching pure love of God. Мы учим чистой любви к Богу. Jesus taught pure love of God. Иисус тоже учил чистой любви к Богу. He did not give so much information about his Father. Может быть, просто он о своем Отце не дал очень много информации, But he taught pure love of God. но он обучал чистой любви к Богу. He told his disciples, there are many things I long to tell you, but your ears cannot possibly bear to understand. Он сказал своим ученикам, что есть много вещей, которые мог бы вам сказать, но ваши уши просто не выдержат того, что я могу вам потенциально сказать. In my Father's house, but he didn't talk so much about the Father. Он говорил, что я пришел из дома своего отца, но кто этот отец? Он не так много об этом уж и говорил. That is the essence of all religion. И вот в этом сущность всех религий. So someone who is following this Krishna path of spiritual development is actually a perfect Christian. Поэтому тот, кто следует по этому пути
Кришны по этому религиозному пути, он на самом деле следует той же самой христианской традиции. На самом деле речь не столько о внешнем проявлении веры, сколько о чистоте любви. Just like in your family life. Как, например, в вашей семейной жизни. Yes, you have husband. У вас есть муж, да? Suppose your husband simply says, you know, I believe in you. Если ваш муж скажет, что, знаете, матушка, я просто в вас верю. He is here? Он здесь? Yes, he's here. He's going down. He's there behind. So, All right. So, I believe in you. Я верю в тебя. I really, really believe Я in на you. самом деле глубоко в тебя верю. That's all he does. Every day he tells you, I believe in you. Это все, что он будет вам делать в семье. Он будет вам просто говорить каждый день, я в тебя так сильно верю. Что бы вы ответили ему на это? This is not enough. Why is it not enough? I believe in you. А почему этого недостаточно? Я же в тебя верю. Why is that enough for a wife? Почему для жены этого недостаточно? What would you say? Что бы вы сказали ему? Somebody was joking that give me money. Well, that's not a joke. Это не такая же шутка. It's the reality. Это реальность. In other words, do something for me. Другими словами, вы скажете, сделай что-то для меня. Let me see how you are sacrificing for me. То есть я хочу увидеть, как ты что-то жертвуешь для меня. Right? Правда? So the essence of love of God is we're using whatever we have, even our very self, for the pleasure of God. Поэтому сущность любви к Богу заключается в том, что мы используем все, что у нас есть, для самих себя в служении Богу. That is real religion, real yoga, real meditation. И в этом заключается истинная религия, истинная йога, истинная медитация. So if he tells you, I believe in you, well, that's something, yes? Если он будет говорить вам, я в тебя верю, ну это хоть что-то. After a while, you'll say, okay, but what are you going to do? Но через какое-то время вы скажете, что хорошо, дорогой, но ты сделай что-нибудь для меня. Meaning, how are you going to use your existence to do something for me? То есть, другими словами, как ты будешь использовать свою жизнь для того, чтобы что-то реально для меня сделать? So then if he says, I'll work hard and give you all my money. И тогда муж может сказать, я тяжело тружусь, я отдаю тебе все свои деньги. So, that's good. Ну да, это очень хорошо. I will talk to you 4 hours a day. Я буду 4 часа с тобой в день говорить. Oh, that's even better. Вот, так это еще лучше-то. I will listen to you 6 hours a day. Он может еще высшая ступень. Я буду слушать тебя 6 часов в день. Excellent. Да вообще, обалдеть. Oh, this is wonderful. Money, talking and listening. Скажете, да, это замечательно, деньги, он слушает меня и говорит со мной. You want a full life from that person. Но вы хотите полноценную жизнь от этой личности. That person is your devotee. Этот человек должен стать вашим преданным. So you want a full life from that Вы person. хотите полноценную жизнь от этого преданного. Not just belief. Не просто его веру. But unfortunately, people have taken religion to mean simply a belief. Но, к сожалению, люди в наше время воспринимают религию просто как веру. What do you believe? Ты в кого веришь? I believe something else. Я верю в что-то другое. Let's fight. Давай драться. So, in the Bible, Jesus says, if anyone calls himself my follower, let him take up his cross, deny himself, and follow me. В Библии Иисус говорит, что если кто-то объявляет себя моим последователем, пусть возьмет свой крест, отвергнет самого себя и последует за мной. He's actually calling for people to be yogis in devotion. То есть в действительности Он взывает к людям, чтобы они стали йогами, преданными. Use your senses for the master of the senses. То есть используйте свои чувства для хозяина этих чувств, господина. That is real yoga. В этом заключается истинная That is йога. real religion. И в этом заключается истинная религия.
But as soon as you think it's my body, my senses, my family, my home, my wealth, and I'll use it for me, then that is illusion. Но как только вы думаете, это мое тело, это мои чувства, это мой дом, это моя семья, и я буду использовать это только для себя, то это просто эгоизм. So anyone who actually understands what is Christianity, they will be attracted to the science of Krishna. Поэтому если кто-то на самом деле понимает, в чем суть христианства, он очень быстро привлечется этими принципами. And someone who actually understands the science of Krishna, they will appreciate Christianity. И если кто-то глубоко понимает науку о Кришне, он тоже очень сильно оценит христианство. The real problem in the world is caused by fake religious people. Истинная проблема этого мира заключается в людях, которые поддельно практикуют религию, то есть в притворщиках. The sincere religious people don't have problems with each other. Искренние религиозные люди, у них нет никаких проблем во взаимоотношениях друг с другом. Very nice question. Очень хороший вопрос. Our guests have any questions? Еще есть кто-то из гостей? У кого есть вопрос? You are a guest? Ты гость, да? Yeah. Когда якраз окупăm suflet, trebuie să ne ocupăm în zi de zi, adică fiecare oră. Dar noi avem servicii. Să facem, să combinăm spiritualitatea împreună cu ziua de zi, adică cu lucrul de zi cu zi. Datoriile sociale, da? Datoriile sociale care... This is a question in Romanian. This is a question in Romanian language. So we have different kind of external social duties in our life. At the same time, in order to practice spirituality, we have to also to put some effort in that. So how to combine our spiritual life, cultivation of our spiritual life, and at the same time to fulfill all of our external social duties, or family duties, and so on. Give me an example of those family duties or external duties. Приведите, пожалуйста, вот какой-нибудь пример, чтобы я мог вот говорить о каких-то... De exemplu, de multe ori vrem să facem meditație sau să ne rugăm, dar este copilul sau sunt anume treburile din astea casnice. Atunci, pentru că oricum este dorința și este și un moment așa favorabil, dar conjuncturile sunt uneori nefavorabile. For example, we want to do some meditation, we want to be engaged in some prayer, but we have our kid, and the mood of our mood is also, we have this inclination to do this prayer or meditation, but we have our kid, or we have our family members about which we have to take care. So how to be in such a situation? At least some time of the day you should devote to focused spiritual meditation. По крайней мере, просто какую-то часть своего дня вы должны посвятить духовной медитации. And that way your home will be spiritualized. И таким образом ваш дом одухотворится. And your children will benefit from that spiritual atmosphere. И ваши дети получат благо от этой духовной атмосферы. We have so many practitioners here who are married and have children. У нас есть очень много членов нашего общества, которые практикуют духовную жизнь. Они тоже женаты, у них тоже есть свои дети. Almost 99% of them are working and they have homes to maintain. 99% из них они работают, у них есть дома, которые они поддерживают. Not me, I am a traveling monk. Это ко мне не относится, потому что я путешествующий монах. There always have to be some specialists. Но всегда должны быть какие-то такие специалисты. Да, но часть timpul ăsta care de dimineață până la masă ești la serviciu cu copilul este la grădiniță, dar practic după serviciu ai copilul de la grădiniță. Și să începi anume timpul ăsta când poți să te oferi, adică rămâne numai noaptea, dar și noaptea vrei să dormi.
Yes, but from the morning till noon I'm going to my job, to my work. Then afternoon I have to take my kid from the kindergarten. And then I have to take care about him till night. So either the only time late is during the night. You talk to one of our family practitioners here who have this experience, and they'll give you some tips. Вы можете поговорить, пообщаться с кем-нибудь из людей, которые здесь практикуют, из членов нашего общества, которые умудряются как-то заниматься медитацией и в то же время поддерживать свои семьи и тоже работать на каких-то работах, и они смогут вам подсказать, как они это делают. Don't feel hopeless. Но, пожалуйста, не чувствуйте беспомощность. One of the purposes of this center is to teach applied spiritual technology. Одной из целей этого духовного центра, одна из целей заключается в том, чтобы учить вас прикладным духовным технологиям. So don't feel hopeless, okay? Поэтому, пожалуйста, не чувствуйте какое-то разочарование и безнадежность. Хорошо? Sometimes we can feel hopeless in our spiritual endeavors, but then we associate with other practitioners and we become enlightened again. Иногда мы чувствуем какую-то безнадежность в своих попытках практиковать духовную жизнь, но если мы затем общаемся с людьми, которые продвигаются по этому пути, они могут нам помочь. I can remember a few times I felt hopeless. Я помню, что иногда я сам себя чувствовал несколько раз полностью безнадежным. I used to travel in Romania, speaking like this between 1978 and 1986. И начиная с 1978 года по 1986 я путешествовал по Румынии и давал такого рода лекции. I felt so hopeless. И я чувствовал безнадежно. I had a problem with the leader then. И у меня была очень большая проблема с тем лидером Румынии, который был на то время с Чаушеску. So I felt, oh, this is hopeless. How will I ever be able to give people the highest benefit, give them this knowledge of Krishna? Я думал, что это вообще бесполезно. Как я когда-либо буду способен дать людям этот высший вид знания? But things change. Но видите, вещи меняются. So similarly, things will change for you. Точно так же и в вашей жизни поменяются обстоятельства. Okay. Хорошо? Any other guests? Кто-то еще из гостей хочет задать вопрос? Yes. Я не хочу задать вопрос, я хочу поблагодарить себя лично, уважаемого нашего гостя сегодня, за то, что практически на все вопросы, которые у меня возникли, я получила ответ, даже не задавая их. Да, мне очень понравилось. И, в общем, люди ищут Господа, наверное, всю свою жизнь. I don't have a question, just from the core of my heart I want to thank you very much for your presentation, because actually without even asking any question you responded to so many of my internal questions that I had before, and there are many sincere people who are searching for God, and thank you for what you are doing. I thank you for your appreciation. Спасибо и вам. А можно вопрос? Да. Свобода. Что понимается по словам свобода и как вы видите свободного человека? Freedom. What do you understand by this word or this concept, freedom, and how do you perceive a free person? What means a free person? Very good question. Очень хороший вопрос. Krishna deals with this question in Bhagavad Gita. Кришна отвечает на этот вопрос в Бхагавад-гите. He is asked by Arjuna, what are the symptoms of a free person? Арджуна задает ему в Бхагавад-гите вопрос: каковы симптомы или признаки свободного человека? First, you must understand that material freedom is no freedom at all. Вначале нужно разобраться и понять, что материальная свобода вообще не является никак свободой. Because
no matter how much room we have around to maneuver, Потому что независимо от того, сколько у нас есть пространства вокруг нас, чтобы как-то маневрировать, we are chained up by birth, death, disease, and old age. нас связывают оковы рождения, смерти, старости и болезни. So we'll never be truly free unless we can break away from these things. Поэтому мы воистину никогда не можем считать себя свободными, пока мы не освободимся от этих 4 проблем. We'll be like prisoners who can make our prison cell nicer, but we want to get out of prison. Мы будем подобны тюремным заключенным, которые просто немного приукрашают свою тюремную камеру. Но какой смысл в этом? Мы хотим просто вообще освободиться из тюрьмы. Something will always be oppressing us in this world. В этом мире всегда что-то будет нас подавлять. We are pushed and pressured by biology, Нас будет подавлять биология, psychology, психология, economic situations, political situations, экономические, политические ситуации. by the weather. Погода на нас будет давить. So many things out of our control. Столько вещей вообще выходит из-под нашего контроля. But if we can adjust one little thing, we think, oh, I am free. И если мы хотя бы какую-то маленькую вещь из этих можем решить, мы сразу думаем, о, я свободен. But we have to look at the overall picture. Но мы должны в целом посмотреть на ситуацию. We are trapped in temporary bodies and minds. Мы попали в капкан временных материальных тел и умов. Trapped in a temporary world. Мы попали в капкан временного мира. Because we have forgotten our spiritual identity and we have forgotten the supreme spiritual identity. Потому что мы забыли высшую свою духовную сущность, и мы забыли высшую духовную сущность. Let me give you a quick example. Я вам приведу быстрый такой пример. How are we doing for time? If you ever come to visit New Zealand, Если вы когда-нибудь приедете посетить Новую Зеландию, anyone here been there? здесь кто-нибудь из вас был? Там? Okay. Сделайте приглашение нам. Make a sponsorship letter for us, and perhaps you'll go. So, there is a famous tourist place, which is a big waterfalls. В Новой Зеландии есть такие знаменитые туристические места, где находятся красивые очень водопады. And so, there's a big river, and then the river narrows into a channel that's about 1 kilometer long. Вот есть широкая река, и затем эта широкая река сужается до уровня какого-то такого канала, расстояние которого в несколько километров. And then the waterfalls. И потом начинается крутой водопад. And at the bottom of the waterfalls, the river widens again. И на дне водопада эта река опять расширяется. So there was a man who decided he was going to get in a canoe and go over the waterfalls. И вот был один человек, который решил на каноэ спрыгнуть с этого водопада. So he started in the river. И вот он сел на эту каноэ на реке, where the river was wide. там, где река была очень широкой. You could just visualize how expert he was looking. И он так очень демонстративно, искусственно двигал своей греблей этой. And then the river narrowed into the kilometer-long channel. И вдруг река начала сужаться вот до уровня этого километрового канала. And he was going so fast, И он so так быстро beautifully. плыл и так красиво. Free. Он был свободен. And then the waterfalls. И вдруг водопад. He went over the falls in full view of busloads of Japanese tourists. И он попал в объектив камер целых автобусов японских туристов с фотокамерами. Just think of it, the free fall. И вот подумайте, это был свободный полет. And he landed at the bottom of the falls, thrown out of the canoe. И вот он приземлился на дно этого водопада, конечно же, выпал из своего каноэ, He would go under the water погрузился под воду, and then come up again, вышел опять, and under and up.
опять под воду погрузился, опять на поверхность воды. So what would you say И что вы об этом if you were скажете, watching? если вы будете на это Look at смотреть? his creative expression. Посмотрите на это креативное самовыражение. How free, how beautiful. Как свободно, как красиво. He went under for 1 minute before he came up again, a new world's record. Он погрузился под воду перед тем, как всплыть на целую минуту. Это целый новый мировой рекорд. Such athletic prowess. Такое атлетическое достижение. And look at the kind of swimming clothes he's wearing. И посмотрите на ту одежду пловца, которую он носит. Oh, beautiful style. Такой красивый стиль, Beautiful color. такой красивый цвет. Would you be saying that if you're watching? Если вы будете такое смотреть, вы будете так говорить? What would you say? Что бы вы на это сказали? Хорошо, что живо. Poor person. Huh? Poor person. Now he's free. Look at his individual expression. Но он же свободен. Посмотрите, как индивидуально он себя самовыражает. Coughing up water in a new way that's never been done before. Он выплевывает воду, он чуть там не захлебнулся в воде. Что тут такого? And he's still alive after 2 minutes. И после 2 минут под водой он все еще выжил. Amazing achievement. Потрясающее достижение. You don't recognize his freedom? Вы что, не хотите признать его свободу? Huh? You don't recognize his creativity? Не признаете его креативность? What are you thinking? Что вы думаете? Больной на голову. He's crazy. Why? Почему? Почему? Maybe he was very happy. Well, Yes, yes, yes. Может быть, он был очень счастлив, когда он That's the whole point. Да, в No этом matter есть what, смысл. just be very happy, even for a few moments. Неважно, что бы там с тобой ни случилось, после этого главное, хотя бы в течение нескольких мгновений, будь очень счастливым. Very good. Очень хорошо. We give you a reward of Coca-Cola. Подарок Кока-Колу дадим. Why aren't you appreciating his freedom? Почему вы не можете оценить его свободу? He's under the waterfalls. Он же попал под He's водопад. struggling so wonderfully. Он так замечательно и красиво боролся. He's still alive after 2 minutes, a new world's record. И после 2 минут он выжил. Это новый мировой рекорд. Don't you appreciate? Вы что, не цените это? Не видите? Why not? Почему нет? Who can explain? Кто может объяснить из вас? Конечно, закончилось. А? Потому что Добрый вечер. Не, Идет время. Подождите. Да. Хотели сказать что-то. Потому что это было недолгое время. Потому что счастье вечно. Конечно. Because it was a short experience. It Yes. meant that we want eternal happiness. He's dying. Да, он умирал там. Oh, if you point that out, you're being negative. Вот, но вы можете сейчас мне сказать, что почему вы такой негативный? Think positively. Думаете позитивно? Look at his freedom. Посмотрите на его свободу. Coughing up in a way you've Он never там done before. захлебывался полуживой в этой воде. Никто этого до сих пор не делал. Okay, he's going to die. Ну хорошо, он там умрет But себе. that's just part of life. Но это часть жизни, подумаешь. He's free. Зато он был свободным. So what do you think? Что вы об этом думаете? You don't want that kind of freedom, do you? Вы же не хотите такого рода свободы, правда? А может быть и в этом есть интерес. Maybe this is also very interesting. Huh? Maybe this is also interesting. What's that? This kind of freedom. Well, the busloads of Japanese tourists watching didn't think so. They were horrified. На самом деле, по секрету вам скажу, когда эти автобусы с японскими туристами смотрели на это, они не наслаждались этим, они просто в ужасе смотрели на то, как этот человек чуть не захлебнулся. After 3 minutes of free expression, he was dead, drowned. Через 3 минуты свободного самовыражения он практически был мертв и чуть не захлебнулся. So I think you get the point. Поэтому я думаю, что вы поняли, к чему я клоню. Our guests have any other questions? Кто-то еще из наших гостей хочет? This night is especially for the guests. I want to remind our regular
members. Хочу регулярных наших членов, хочу им напомнить еще раз, что сегодняшняя лекция предназначена для гостей, поэтому в первую очередь приоритет отдается им. I know that our regular members are eager to show their knowledge. Я знаю, что наши регулярные члены нашего движения очень стремятся к тому, чтобы продемонстрировать свои духовные познания. But we should be good hosts. Но мы должны позаботиться о гостях хорошо. And show all hospitality to our wonderful guests. И проявить все гостеприимство по отношению к нашим гостям. Я хотел вам, уважаемый гость, уважаемый хотел не один вопрос вам задать. А вот какой вопрос я хочу задать, я до сих пор еще точно не решил. Ну, допустим, например, что такое карма? Для чего она нужна? Нужно ли ее преодолеть? Необходимо ли ее преодолеть или снять? So our estimated guest actually have a lot of questions, and I still didn't decide about what is quietly my question. But first of all, let me ask about what is karma, why karma is created, why it exists. So about karma. Karma means an action for your own happiness or the happiness of others separate from God. Карма означает, что вы действуете ради своего собственного счастья, либо вы действуете ради какого-то чужого счастья, счастья людей, которые вас окружают. It is the law of action and reaction. Карма — это закон действий и реакции на эти действия. And the body that you have now is the result of karma. И тело, в котором вы сейчас находитесь, является результатом вашей кармы. The body that you have now is a reaction to previous actions. Тело, которым вы обладаете сейчас, является реакцией на ваши предыдущие поступки с прошлой жизни. But when we act purely for the pleasure of God, there is no karma. Но когда мы действуем чисто ради любви к Богу, мы не нарабатываем карму. It's very important for us to learn that science. Поэтому для нас очень важно разобраться в этой науке. Every action has a reaction. За каждым действием следует последствия. But when you act purely for the pleasure of the Supreme, there is no material reaction. Но когда вы действуете чисто ради удовлетворения Всевышнего, вы не получаете никаких реакций. That's why we are stressing pure love of God. Вот почему мы так сильно подчеркиваем важность обретения чистой любви к Богу. That means no karmic reaction. И это будет означать, что вы не будете получать кармические реакции. The food that we will serve here has been offered to Krishna with devotion. Пища, которую мы будем здесь раздавать, она предложена Кришне с любовью и преданностью. So by eating it, you'll become free from karma. Поэтому, когда вы будете кушать ее, вас будет освобождаться от кармы. Are you ready for that? Готовы к этому? Okay. Может быть. Okay. Other questions Хорошо, есть ли еще вопросы? from others? Yes. Да, пожалуйста. Вот женщина сзади. Я хотела спросить, вот, каждому, наверное, из нас бывают такие необычные сны, как относятся к этому? Допустим, вот, как душа, допустим, когда во сне улетает в другие миры, видит что-то необычное. Как к этому относится? Что это такое? И как объяснить это? I have a question regarding our dreams. What is happening during our dreaming states when we see some different types of dreams? Does it mean that our soul is leaving the body at that time? It can be that temporarily. Да. Временно состояние сна может означать, что душа покидает тело на определенный момент. Sometimes it can be that wrapped in the subtle body of mind, intelligence, and false ego, the soul is temporarily leaving the body. Иногда такое может случиться, что просто попав в оболочку, которая состоит из оболочку тонкого тела, которая состоит из ума, ложного эго и разума, душа путешествует где-то во внешнем пространстве. It's like you need to buy something at the store. Как, например, вы хотите купить что-то в магазине. So you pull up your car in front of the store. Вы останавливаете свою машину перед магазином. You leave the engine running.
Вы оставляете мотор включенным. You jump out, go into the store. Выпрыгиваете, идете в магазин. And you jump back into the car and Покупаете и затем быстро запрыгиваете обратно в свою машину и уезжаете. if you would stay out of your body, that would be death. Если вы вообще бросите свою машину, вот это будет равнозначно смерти. But your time is not finished in that body. Но ваше время пока в этом теле не закончено. So you jump back into the body. Поэтому вы запрыгиваете обратно в свое тело And you wake up и затем просыпаетесь, to make more karma. чтобы зарабатывать больше кармы. Or sometimes you're dreaming, it's simply a mixture of memories from many past lives and present situations. А иногда наши сны являются такой микстурой из разных воспоминаний наших прошлых рождений, через которые мы проходили много рождений подряд. И этой жизни в том числе. Воспоминаний и событий из этой жизни в том числе. Yes? Да, пожалуйста. Многоуважаемый учитель. Вот у меня такой вопрос. Как правильно читать и когда нужно читать мантру Харе Кришна? Я заметил один фактор, что когда читаю я эту мантру перед сном, у меня сны бывают, то есть сон бывает совершенно иным, и на следующий день люди смотрят на тебя совершенно по-другому. В хорошем смысле слова. Да. И не является ли чтением мантры дополнением или медитацией? About chanting Hare Krishna, I have a question about chanting Hare Krishna. Sometimes when I'm chanting Hare Krishna, especially before night time, I have very good dreams, and on the next day, people who are around me receiving me in a nice way. And последняя часть вопроса, простите еще раз. Не является ли частью медитации. Is this chanting of Hare Krishna mantra a part of some kind of meditation? It is the topmost meditation. На самом деле, воспевание Харе Кришна мантры является высшим видом медитации. The sound vibration is giving you direct association with Krishna. Звуковая вибрация дает вам непосредственный опыт взаимоотношений с Кришной. You are associating with the Supreme through sound. В этот момент вы общаетесь с Всевышним посредством звука. So you should deepen your practice of chanting Hare Krishna. Поэтому, пожалуйста, углубляйте свою практику воспевания Харе Кришна. And that will be the best thing for your life. И это будет самой благоприятной вещью в вашей жизни. And you should associate regularly with those who are dedicated to the culture of chanting Hare Krishna. И вы должны регулярно общаться с теми, кто всю жизнь посвящает этой культуре воспевания Харе That is Кришны. the purpose of this wonderful new center. И в этом как раз смысл появления этого замечательного нового центра здесь, в Бельце. Birds of a feather flock together. Птицы одного оперения летают вместе. The swan-like persons want to associate with other swan-like persons. Люди, подобные лебедям, хотят общаться с людьми, которые тоже подобны лебедям. And the crows, you have crows here? The crows want to associate with crows. А вороны, конечно же, хотят общаться с воронами. Another question. Еще один вопрос. Можно, да? Для нас Индия это сказочная страна. Мы привыкли ее видеть как что-то такое необычное, экзотическое. Те события, которые описываются в эпосах, это были миллионы лет назад. Нашему мозгу очень непривычно принять именно то, что происходило полмиллиона, миллион. Для нас это как-то не соотносить. Как можно воспринять этот эпос, или как там можно еще по-другому назвать, именно в качестве как религия? For us, everything about India is like a fairy tale country, very exotic something.
And those epic writings, scriptural writings, which mentions different kind of events that took place millions of years ago. It's very difficult to perceive with our mind such kind of figures, and at all to perceive that this as something, valuable. So, what could you say about that? We have to increase the range of our sensory experience. Вначале мы должны, скажем так, расширить спектр своего чувственного восприятия. And raise our qualifications. Мы должны, другими словами, возвысить свою квалификацию, углубить квалификацию. There are so many things about even this world that we don't understand. Есть множество вещей даже относительно этого мира, которые мы не понимаем. Just like when I asked, has anyone been to New Zealand? No one has been. Как, например, когда я спросил, кто-либо из вас был в Новой Зеландии, никто мне не ответил. You say, oh, but we can read some book, or we can watch on television. Можете сказать, но я могу прочитать какую-то книгу или посмотреть о Новой Зеландии по телевизору. So similarly, we have books about Krishna and the spiritual. Точно так же у нас есть книги о Кришне и о духовной сфере. Tomorrow, if I call my mother and say, I am in Moldova, she's going to say, where is that? It's very exotic sounding. Завтра, если я позвоню своей матери, и она спросит, где ты, я скажу, о, мама, я в Молдове. Она скажет, что? Где это вообще? Это очень экзотическая какая-то страна. It sounds too exotic for me. Это звучит слишком экзотично для меня. Why are you there? You should be home with me. Ты что там делаешь вообще? Быстро домой со мной ты должен быть. So, what is exotic depends on your point of reference. Поэтому то, что экзотично или не экзотично, зависит от того, от чего вы отталкиваетесь. So we need to educate ourselves. Поэтому мы должны получить определенное образование. And then we'll be better able to appreciate the Krishna knowledge that's in Bhagavad Gita, for example. И тогда мы сможем лучше оценить знания о Кришне, которые, например, описаны в Бхагавад-гите. The classic Bhagavad Gita presents the techniques for you to actually experience what is being given there. Классическая Бхагавад-гита дает вам практическую технику, с помощью которой вы можете ощутить эти духовные истины. Isn't that fair? Это разве не честно? In Bhagavad Gita, Krishna never says, just believe this. В Бхагавад-гите Кришна никогда не говорит, просто верь в это. Everywhere Krishna says, I'm presenting you the techniques so you can experience what I'm saying. Во всей Бхагавад-гите Кришна говорит, я даю тебе технику, с помощью которой ты сможешь лично получить опыт того, о чем я сейчас повествую. Isn't that what you want? Разве не этого вы хотите? Yes, you are a thinking man. Да, потому что вы мыслящий человек, рассуждающий человек. You want practical, laboratory techniques. Вы хотите практическую лабораторную технику, скажем так. How to have a dynamic lifestyle for spiritual attainment. Как обрести динамический образ жизни ради достижения духовных целей. So that's why we have this center here. Вот почему у нас есть этот центр здесь. This center comes from the contribution of yogis who are working and using their salary to benefit the people. Этот центр появился в результате вклада некоторых йоги, которые трудятся и затем плоды своей деятельности вкладывают в духовное возвышение остальных людей. They have jobs, they have families, they have children. У них есть работа, у них есть семьи, у них есть дети. But they are working for the highest purpose. Но они трудятся ради высшей цели. They are not working to get for themselves, they are working to give. Они не трудятся для того, чтобы для себя что-то получить. Они трудятся для того, чтобы давать людям. To give the people the highest spiritual culture. Для того, чтобы давать людям высшую духовную культуру. So even though they're working jobs, businesses, they're the topmost yogis. И хотя они работают, у них есть разные виды ответственности, работы, они на самом деле являются высшими йогами. And their activities give them no karma. И их деятельность не приводит ни к какой карме.
No reactions. И никаким реакциям. Simply they advance in love of Krishna. Они просто продвигаются быстро в своей любви к Кришне. All right. I thank you for such wonderful questions. Ну хорошо, я хочу поблагодарить вас за такие замечательные вопросы. I'll always remember my visit to this city. Я всегда буду помнить о своем визите в этот город. The kind nature of the people. И я буду помнить вот этот добродушный характер местных людей. And their sincere inquiries. И я буду помнить их искренние вопросы. So please take advantage of this center of knowledge. Итак, пожалуйста, воспользуйтесь сполна этим центром, где вы сможете получить духовное знание. All right. What do we do there? We can chant a little bit.